Нас пригласили на корейскую свадьбу. На танцы! Я вчера узнала, что белое надевать нельзя на свадьбу. Я помню. Всем доброе утро! Сегодня довольно-таки необычный день. Нас пригласили на корейскую свадьбу, и мы сегодня собираемся с мужем туда поехать. На корейских свадьбах я еще не была, это первая моя корейская свадьба, поэтому я не особо знаю, что там будет, что нужно. Не переключайтесь, оставайтесь на канале и смотрите, как же проходят свадьбы в Корее. Мы только садимся в машину, всегда пристегиваемся. Мне муж об этом даже напоминает всегда. Я вчера узнала, что белое надевать нельзя на свадьбу в Корее. Ну, в Украине тоже, в принципе, белое как бы нежелательно. Но если нету какого-то дресс-кода, то, в принципе, белое можно надевать. Но так как я на свадьбу еду первый раз, поэтому нарушать традиции я не особо хочу. Чтобы была только я и невеста в белом платье, мне тоже не хотелось, поэтому я вышла из ситуации и надела что-то такое бежевое. За пару недель до свадьбы нам вручили вот такое вот приглашение с именами молодоженов, адресом и временем церемонии. Итак, мы уже приехали в место назначения. Церемонии бракосочетания в Корее проводятся в специальных местах для проведения торжественных церемоний. Это могут быть отдельные залы в отелях или в целых торжественных зданиях, в которых за день может состояться около 10 свадебных церемоний. Мы сегодня находимся в одном из таких зданий, где еще кроме наших я насчитала 3 пары молодожен. Дарят в Корее в основном деньги. При входе сидит специальный человек, которому гости оставляют подарочные конверты, а он записывает, кто и сколько подарил. Взамен мы получили специальные купоны, по которым мы сможем покушать. Не удивляйтесь венкам. Венки здесь дарят как на торжественные события, так и на похороны. На столике при входе в зал стоят фотографии молодожен, сделанные еще перед свадьбой, но уже в свадебных нарядах. Пока жених встречает пришедших на свадьбу гостей, невеста находится в отдельной комнате, куда могут зайти гости и сделать с ней памятное фото. Нормально? В Корее при аренде зала молодоженам предлагают на выбор несколько вариантов украшения, декораций, свадебных платьев, костюмов и тому подобного. Допустим, вам могут предложить на выбор 3-4 варианта разной стоимости, в которой будет уже включена аренда платья, декорация зала, ведущий и тому подобное. Если вдруг вам не подойдет ни одно из платьев и вы захотите какое-то свое, на стоимость это не повлияет. За аренду платья, которое идет совместно с этим залом, вам все равно придется заплатить. У меня, к сожалению, нет возможности сравнить сегодняшнее торжество с другими свадьбами, но украшено все очень красиво. В зале стоит аромат цветов, свежих, настоящих цветов, и это очень-очень крутая атмосфера. Самыми первыми появляются мама жениха и мама невесты. Они одеты в корейское национальное платье ханбок. Дальше у нас появляется жених. По бокам от сцены вы можете заметить девушек, которые работают в данном заведении и помогают жениху и невесте в проведении свадьбы. 한결같은 마음으로 평생의 동반자로서 행복한 가정을 이루어갈 것을 맹세합니다. 이재범. 다음은 진정한 부부로 거듭나기 위한 중간에 오열을 하더라도
내빈 여러분은 당황하지 마시고 따뜻한 미소와 함께 들어주시기 바랍니다. 있었기 때문에 우리 가족 모두가 Некоторые друзья жениха и невесты решили поздравить их песней. 날 웃게 해주는 사람 힘든 하루 속에도 네가 있어 행복해 우리 항상 내가 힘들 때나 마음이 아플 때 내 눈물을 고이 닦아주고 그대란 남자 그대의 손길 먼저 그동안 낳아주시고 길러주신 양가 부모님을 향한 감사의 마음을 담아 큰절을 올리겠습니다. 신랑 신부 Сейчас, в знак уважения, жених и невеста кланяются родителям. 어머님 사위 한번 꼭 안아주세요. 큰 박수 좀 부탁드리겠습니다. 역시 낳아주시고 키워주신 은혜에 감사한 마음으로 큰절을 올리겠습니다. 신랑 신부 인사. 아버님, 며느리 한번 꼭 안아주세요. 큰 힘찬 박수로 앞날을 축복해주시면 감사하겠습니다. Жених и невеста остались фотографироваться с близкими родственниками, а мы пошли кушать по нашим купончикам. Кушают здесь все вместе в одном большом буфете. Одновременно здесь могут находиться гости не только с одной свадьбы, а с нескольких сразу. Здесь представлены кухни абсолютно разных стран. Здесь есть как итальянская, так и китайская, японская и, естественно, корейская еда. Italian? 젓가락?
После окончания фотосессии жених и невеста переодеваются в национальные ханбоки и приходят для того, чтобы поблагодарить гостей. С момента, как мы пришли на свадьбу, и до момента, когда мы уже почти закончили кушать, прошло около часа 20. Бариста, кофе, чусеё. Все, свадьба закончилась. Едем домой. Свадьба закончилась очень быстро. И мы едем. И мы едем домой. Свадьба продлилась час 40. Было красиво, но не весело. То есть танцев, тамады не было. А жаль, очень хотелось бы. Теперь с макияжем и с прической не хочется ехать домой. На танцы! Нам нужны танцы, танцы, танцы. Всё. Не, нормал танцы сейчас. Все. Пока-пока. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. И пока-пока. И пока-пока.